Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в мир, который, казалось бы, остался в далеком прошлом. Мы поговорим о первобытных племенах, которые продолжают существовать и сегодня, сохраняя свои древние традиции и ведут отстраненный от цивилизации образ жизни в условиях современного мира. Эти люди не знают, что такое автомобиль, электричество, гамбургер и Инстаграм. Зато они знают, как выживать в дикой природе. В этом видео вы узнаете, как живут такие племена, как Пираха, Карубо, Химба, Мурси и другие. Мы покажем вам 10 самых необычных первобытных племен и около сотни диких народов, живущих прямо сейчас. Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем исследовании, но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали. Пираха. Пираха – это племя, живущее в бразильских джунглях, в долине реки Маиси. Их численность составляет несколько сотен человек. Занимаются они охотой, собирательством и активно сопротивляются внедрению в социум. Их язык не похож ни на один из известных языков. В нем нет чисел, нет времен, нет описания цветов, отсутствует понятие целостности, описание родства и подчиненности. Это сложно представить, но индейцы Пираха не умеют считать даже до одного. У них просто нет такого понятия. При этом у Пираха не наблюдается признаков снижения интеллекта. Также у племени нет социальной иерархии, нет вождей, все блага общедоступны. Запасы поселения не делают, они живут сегодняшним днем. Брак заключают лишь с членами своей общины, хотя интимная близость возможна и с чужаками. Пираха не спят по ночам, ведь считают, что длительный сон вызывает старение и может менять человека. Поэтому они спят несколько раз по 20-30 минут в день. Пираха не скорбят о прошлом, но задумываются о будущем. Для них есть только сегодняшний день. Счастливые люди, которые очень довольны своей жизнью. Да и сами Пираха считают себя нормальными людьми, а всех остальных – какими-то странными недочеловеками. Синта-Ларга. Синта-Ларга – еще одно племя Бразилии, проживающее на территории Амазонии. Численность индейцев этого племени когда-то превышала 5000 человек. Однако в настоящее время едва насчитывает 1500. Занимаются они земледелием, охотой и рыболовством. В охоте эти люди – настоящие мастера. Они могут добыть любое животное, так как умеют имитировать голоса. Общество Синта-Ларга патриархально. В нем распространена мужская полигамия. Минимальной общественной ячейкой является семья. Мужчина, несколько его жен и их дети. Чаще всего они основывают свой дом. Однако, когда земля, где стоит их дом, становится менее плодородной или из лесов уходит дичь, Синта-Ларга снимаются с места и ищут новый участок для дома. Контакты Синта-Ларги с внешним миром не сложились. В джунглях, где живет племя, произрастает много каучуковых деревьев. Собиратели резины целенаправленно истребляли индейцев, утверждая, что они мешают им выполнять работу. Позже на территории племени были обнаружены залежи алмазов. Между дикарями и любителями драгоценных камней регулярно возникали конфликты. В 2004 году люди Синта-Ларга убили 29 горняков. Сентинельцы. По названию вы, скорее всего, уже догадались, что это народ, проживающий на острове Северный Сентинел, одном из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Они живут в полной изоляции уже более 60 тысяч лет и агрессивно встречают любого, кто ступит на их землю. Если кто-то высадится на их территорию, его убивают воины племени. В 2018 году американский турист Джон Аллен был убит сентинельцами. То же произошло в 2006 году, когда два рыбака пришвартовали свои судна к берегу рядом с племенем. Интересно, что сам остров находится под юрисдикцией Индии. Однако туземцы даже не подозревают о территориальной принадлежности к какому-либо государству. Парадокс. Из-за чрезмерной агрессивности об этих людях ничего не известно. За ними наблюдают с очень дальнего расстояния. Ведь даже низко пролетающие вертолеты научных экспедиций сентинельцы встречают градом камней и стрел из огромных луков. Достоверно лишь можно сказать, что островитяне по-прежнему живут в каменном веке. Выглядят они не как индусы, а как представители Африки. Численность сентинельцев до сих пор непонятна. Карубо. Это племя людоедов, живущее в западной части долины Амазонки в труднодоступных местах. Их народ нередко называют изолированными индейцами, так как они оградили себя от внешнего мира и продолжают жить так же, как их предки веками назад.
Среди всех аборигенов Каруба выделяются своей чрезвычайной агрессивностью, охота и набеги на соседние поселения у них привычное дело и основной способ пропитания. Оружием Каруба являются тяжелые дубинки и отравленные дротики. У Каруба нет ни вождей, ни жрецов, ни богатых, ни бедных. В племени все равны, в том числе мужчины и женщины. Также они не практикуют религиозные обряды. Следующий факт вас сразит наповал. В племени Каруба распространен каннибализм. Если кто-то попадет к ним в плен, его могут скушать. Каруба не щадят даже собственных детей, рожденных с патологией или родовой травмой. Сразу убивают. Такая же участь ожидает больных соплеменников. От этой информации становится не по себе. Хадза. Теперь перенесемся на африканский континент и познакомимся с племенем Хадза, живущим на севере Танзании рядом с озером Эяси. Образ жизни этого народа почти не изменился с древнейших времен. Новые веяния цивилизации его не затронули. Хадза не имеют постоянных лагерей и ведут кочевой образ жизни. Они носят набедренные повязки, ходят преимущественно босиком, охотятся на антилоп и буйволов. Собирают дикорастущие плоды, а также яйца птиц и черепах в саваннах Серенгети. Кроме того, Хадза говорят на собственном уникальном языке, который не входит ни в одну известную на сегодняшний день языковую семью. Это племя насчитывает около 1000 человек. Они живут группами по 20-30 человек. Во время длительных переходов или засухи могут собираться более крупными общинами в 100-150 человек. Мужчины и женщины равны, однако охотятся в племени Хадза только мужчины. С чужаками Хадза неохотно общаются, но если вы приедете с подарками, ваши шансы наладить контакт вырастут. Изучать это племя начали в 40-х годах прошлого века. Многочисленные исследования их ДНК показали, что Хадза – практически прямые потомки первых людей на Земле. Невероятно! Чимбу – это папуасский народ, обитающий в центральной горной части Папуа-Новой Гвинеи. Они живут на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря. Первое, что бросается в глаза – их внешний вид. Такое нечасто встретите в жизни. Мужчины племени Чимбу рисуют на себе скелеты. Зачем? В древние времена традиция раскрашивать себя служила для устрашения врагов. Сегодня представители племени делают такую раскраску во время 6-дневного фестиваля в Маунт-Хагене, когда встречаются представители более 60 племен. В целом, эта уникальная практика не только служит символом их культурной идентичности, но и несет в себе глубокий смысл, связанный с мифологией и ритуалами племени. Численность племени Чимбу составляет около 150 тысяч человек. Их поселения напоминают хутор, но они не живут семьями. Мужчины проживают в мужских домах. Замужние женщины со своими незамужными дочерями и маленькими сыновьями проживают в отдельных домах. Занимаются Чимбу в основном земледелием и свиноводством. Асаро Мудмен. Асара – еще одно из самых известных племен Папуа-Новой Гвинеи, проживающее в провинции Eastern Highlands. Их особенность – сделанные из глины страшные маски. Согласно легенде, Асаро Мудмен потерпели поражение от вражеского племени и вынуждены были бежать к реке Асаро. Когда наступили сумерки, беглецы вышли из воды, и их враги приняли измазанных речным илом людей за призраков и в страхе сбежали. Асары вернулись в свою деревню и, чтобы отпугивать новых врагов, начали делать жуткие маски из белой глины. Они чем-то напоминают пришельцев из космоса. Кроме того, белый цвет в культуре Асаро Мудмен считается траурным, что еще больше усиливает их подобие духом смерти. Такое действительно может напугать. Однако, несмотря на устрашающий вид, племя Асаро Мудмен безобидно. Представители этого диковинного племени ежегодно устраивают захватывающие шоу, на котором охотно демонстрируют приезжим туристам аутентичные маски. Огромные клыки, непропорциональные уши, улыбки, напоминающие оскал, бивни и рога – такое представление оценят любители экзотики. Караваи. Караваи – удивительный народ, живущий глубоко в непроходимых джунглях острова Новая Гвинея. До 1970-х годов они даже понятия не имели, что помимо них в мире существуют и другие люди. Если верить некоторым источникам, в случае обнаружения чужаков представители племени просто ловили их и съедали.
Караваи считались людоедами, но те времена прошли, и сегодня караваи иногда выходят на связь с цивилизацией. Хотя они и продолжают жить так, словно застряли в каменном веке. Дома строят на деревьях на высоте от 10 метров. Верят, что так смогут защитить себя от злых духов, а заодно и от диких животных, и от соседских племен. Внутри каждого жилища оборудуют минимум 2 очага, отдельно для мужчин и для женщин с детьми. Правда, у караваев процветает многоженство, так что в доме может быть несколько очагов. В основном представители племени караваи питаются едой, изготовленной из муки сагового дерева. Основным источником протеина у них являются червяки, похожие на опарышей. Для местных детей это настоящее лакомство. Надеюсь, вас сейчас не стошнило. Мурси. Этих аборигенов вы уже наверняка видели. Это те самые дикие люди, которые носят на нижней губе огромные тарелки. Представители племени Мурси живут в Эфиопии и считаются, пожалуй, самым жестоким и кровожадным племенем Африки. Мужчины Мурси постоянно воюют с другими кланами и часто используют автомат Калашникова. Это оружие покупается в соседнем Судане. При этом они достаточно дружелюбные к путешественникам, ведь туристы являются единственным источником заработка для племени. А теперь поговорим о самом интересном. Что это у них за тарелки во рту? Эта тарелка называется деби. Носят ее исключительно женщины, и процесс вживления инородных тел проходит постепенно. Сначала 12-13-летние девочки прорезают часть нижней губы и вставляют туда деревянные диски небольшого размера. Со временем диски увеличиваются, чтобы деби держалась в горизонтальном положении и не висела на подбородке. Девушки выбивают передние зубы. По местной традиции, девушка с деби в губе всегда будет желанной невестой. Исследователи же полагают, что жуткие атрибуты появились, когда в Эфиопию зачастили работорговцы. Чтобы не попасть в рабство, женщины Мурси стали уродовать себя, бриться наголо, вставлять в мочки ушей огромные кольца, а в губу деби. Теперь опасность миновала, но мода осталась. Химба. На севере Намибии проживает уникальный народ химба, древнее племя полукочевых пастухов. Вопреки войнам и засухам, их быт за столетия не претерпел почти никаких изменений. Основным занятием народа химба является выращивание скота, и у них есть пастбища для выпаса животных. Одно пастбище они используют в сезон дождей, а другое в сухой сезон. Соответственно, перемещается племя 2 раза в год. Их основной рацион состоит из молочной продукции и кукурузной каши, но вода здесь на вес золота. Грязь заменяет воду. Да-да. Они мажут свое тело смесью вулканической глины, трав и ароматных масел, тем самым защищая себя от палящего солнца, загрязнений и придавая своей коже красивый медно-коричневый оттенок. Живут химба, как правило, в деревнях. Одна семья, одна деревня. У этого народа практикуется полигамия. Мужчина, как правило, имеет 2 жены одновременно, а жена может запросто подобрать себе еще одного партнера или развестись с мужем, выйдя замуж за другого мужчину. Также женщины химба отличаются уникальной внешностью. Они красят свои волосы в красный цвет, используя красную глину, делают уникальные прически и носят браслеты и ожерелья. И все-таки, согласитесь, нам трудно представить, что в современном мире существуют дикие племена, члены которых до сих пор живут по древним законам и не впускают в свою жизнь современные технологии. Но, как мы видим, они есть и совсем не собираются присоединяться к цивилизации. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Обязательно делитесь в комментариях, история какого дикого народа впечатлила вас больше всего.